Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и в этом видео будем плести узором коса или косы. Обычно данный узор используется в качестве декоративного элемента на больших корзиночках и плетется двойными рабочими трубочками. В этом видео я покажу принцип его плетения одинарными рабочими трубочками на небольшом изделии, поэтому если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Начинаем мы плетение этого узора с нового ряда. Рабочие трубочки у меня уже выведены на следующий уровень, а здесь у меня была проплетена веревочка из 3 трубочек и был сделан переход на следующий ряд. Как его делать, я очень подробно показывала в одном из своих видео, ссылочку на него в описании обязательно оставляю, так что заглядывайте туда, кому интересно. А здесь у меня рабочие трубочки уже выведены, и плетение узора косы я буду плести трубочками другого цвета, поэтому здесь мне необходимо нарастить на трубочке другого цвета. Я все вот эти трубочки рабочие, которые у меня были выведены, подрезаю за стоечками и сейчас их поменяю на трубочки другого цвета. Цвет у трубочек я уже поменяла, и сейчас начинаю плести узор косы. Плету я его по одному принципу. У меня 3 рабочих трубочки в работе. Для узора я беру каждый раз крайнюю левую трубочку, пропускаю 2 занятые стоечки, завожу ее за 3-ю свободную, но располагаю ее между 2 вот этих рабочих трубочек следующих. Вот таким вот образом. То есть я беру крайнюю левую трубочку, располагаю ее между 2 рабочими следующими трубочками и завожу за 3-ю стоечку, которая у нас свободна, то есть за ней ничего нет. Первый шаг сделан. Следующий. Беру крайнюю левую трубочку, располагаю ее между 2 уже имеющимися рабочими, вот таким вот образом, и завожу за 3-ю стоечку, которая свободна. Вот так я запоминала, как плести этот узор. Итак, берем каждый раз крайнюю левую трубочку, располагаем ее между 2 следующими рабочими и заводим за ту стоечку, которая у нас следующая свободная, это 3-я. То есть я беру вот эту трубочку, располагаю ее между 2 рабочими трубочками свободными и за 3-ю стоечку ее завожу. Узор плетется достаточно легко. Очень эффектно смотрится, когда между стоечками маленькое расстояние. Тогда вот эти косы смотрятся, отлично, интересно. Когда большое расстояние, вот как у меня где-то 1,5, может быть 2 сантиметра, то тогда в принципе косичка смотрится достаточно широкой, но тем не менее от этого она менее интересной не становится. Вот я взяла крайнюю левую трубочку, расположила ее между 2 рабочими и завела за 3-ю стоечку, за следующую, которая свободна. Крайнюю левую между 2 рабочими и за 3-ю стоечку, которая свободна. Узор достаточно интересный, и, кстати, мне кажется, что он может заменить и основной узор, например, плетение веревочкой. Итак, беру крайнюю левую трубочку, пропускаю 2 занятые стоечки, располагаю между 2 рабочими трубочками и за 3-ю стоечку ее завожу. Я показываю очень медленно, чтобы был понятен принцип. Когда вы принцип этот поймете, то вы потом будете плести этот узор очень быстро. Тот же самый принцип идет у нас и при плетении двойными рабочими трубочками, но у нас уже косичка получается достаточно объемной. Здесь я рабочую трубочку обрезаю, чтобы ее нарастить. Обрезаю большой кусок, но это так кажется, что большой. На самом деле этой длины не хватит, чтобы потом сделать виток. Поэтому приходится вот такой длины обрезать рабочие трубочки. Это вынужденная жертва. Итак, плетем дальше. Нарастила рабочие трубочки все и начинаю плести дальше по тому же принципу. То есть я беру крайнюю левую трубочку,
Пропускаю 2 стоечки, третья у меня свободна, и располагаю ее между двух следующих рабочих. Вот таким вот образом. Завожу за третью стоечку. Можно по ходу дела подтягивать, но этот узор подтягивается очень хорошо при последующих плетениях рядов, так что все нормально в этом. Приходится мне увлажнять рабочие трубочки очень часто, потому что у нас сейчас в квартире довольно-таки сухо, и трубочки высыхают очень-очень быстро, так что приходится даже и на изделие немного прыскать из пульверизатора. Вот таким вот образом все плетем. Этим узором можно плести как основным, например, все изделие проплетать. Тоже будет очень эффектно смотреться. Можно, например, его привносить в само изделие как действительно декоративный элемент. Так что тут на что хватает фантазии вашей, то, конечно, и применяйте. И мне нравится этот узор, вот даже одинарными трубочками проплетать тем, что реально кажется, что как будто бы изделие сплетено из настоящей лозы. Еще если цвет подобрать более-менее натуральный, то будет вообще красота. А здесь я уже подошла к концу ряда, завершаю практически его. А вот у меня начало ряда было. И я плету дальше. То есть я не делаю здесь никаких переходов. Этот узор плетется так и дальше. Давайте сейчас посмотрим. Тут не важно количество, на самом деле, стоечек. У меня здесь четное число стоечек. Я плела и на нечетном, и кратном 3, и кратным 2. И все равно этот узор хорошо получался. Ну вот здесь вот надо нам нарастить. Вот снова нарастили рабочие трубочки, продолжаем плетение. Здесь уже следующий ряд накладывается на предыдущий. И сейчас вот я проплетаю вот эту вот трубочкой рабочей этой. И показываю, какой переход у нас с вами произошел. Так, ну еще вот этой вот крайнюю левую самую беру и завожу за третью стоечку. Тут самое главное еще и немного подтягивать ряды, да, чтобы они были друг к дружке у нас. Ну вот что получилось, да, вот у нас следующий ряд пошел, а здесь немножечко вот так вот чуть-чуть подтянем все. Подтянем все ряды. Вот что получается у нас. Плетем дальше. Еще раз повторяю принцип. Мы берем каждый раз крайнюю левую трубочку, заводим ее за третью стоечку, но располагаем между следующими двумя трубочками. Вот таким вот образом. Крайнюю левую заводим между рабочими за третью стоечку. По такому принципу я и запоминала, как плести этот узор. Достаточно легко, я имею в виду, что если принцип вот этот вы поймете, то плетение этого узора будет очень-очень легким. Когда вы плетете этот узор двойными трубочками, то, скорее всего, вам придется подклеивать. То есть, как только вы начинаете ряд, вам все-таки придется подклеить две вот этих рабочих трубочки за каждые 3 стоечки, да, и начинать уже плести. Двойными трубочками, конечно, сложнее, потому что сложнее там начинать ряд и заканчивать, потому что все-таки эти места у вас будут, ну вот как вы не будете стараться, они будут у вас видны. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратными. Аккуратно их подклеить, потому что убрать и сделать переход какой-то, ну это на самом деле не слишком будет хорошо смотреться даже и с изнаночной стороны.
но это сделать очень-очень сложно. Ну вот смотрите, одинарными трубочками все достаточно легко у вас плетется. Да, немножечко подтянуть, если... Да, ну старайтесь плотненько просто проплетать, подтягивать вот эти вот ряды. У меня еще форма размечена, да, то есть я вот по этим линиям горизонтальным ориентируюсь, да, на прямоту моего уровня ряда. Вот, если у вас форма, например, без пометок, то смотрите, конечно, внимательно, да, чтобы у вас плетение узора было достаточно прямое, то есть на одном и том же уровне. Вот у нас, смотрите, 2 ряда, плетение на четных количествах стоечек. Хочу сказать следующее. Вот у нас, кстати, начало ряда, да, и следующий ряд пошел. Хочу сказать следующее, что, как я уже сказала, такой узор получается и на нечетном количестве трубочек. И еще хочу сказать, что когда у вас четное количество, у вас косы располагаются друг над дружкой. То есть строго друг над дружкой. Вот эти вот витки над витком, витки над витком. Когда у вас нечетное количество стоечек, то у вас следующий ряд сдвигается, и получается у вас виток здесь, виток здесь. То есть не виток, виток, а виток здесь, виток здесь. То есть немного сдвигается плетение, и от того тоже интересно смотрится. Ну и так мы с вами продолжаем плести дальше этим узором, плетем столько рядов, сколько нам нужно. Затем я включаюсь и показываю, как сделать переход на другой ряд уже, чтобы проплетать, например, следующим узором веревочка в 3 трубочки, например, или веревочка в 2 трубочки. Обязательно покажу, включусь уже под конец. Снова включаюсь, я проплела этим узором столько рядов, сколько мне нужно. Вот что у меня получилось. 5 рядов у меня проплетено. И я дошла до конца плетения этого ряда и к началу плетения этим рядом, к самому началу. Вот у меня начало уже, 5 рядов тут пошло, тут еще 4 ряда. Мы сейчас с вами закончим проплетать этот ряд, и я покажу, как сделать переход на следующий ряд так, чтобы трубочки у нас были на одном уровне. Как мы с вами вообще определяем, да, что у нас будет конец ряда? Вот по вот этой вот выемке, то есть здесь у нас ниже, да, уровень нашего ряда, здесь у нас выше, тем самым, что здесь мы заканчиваем. Итак, мы проплетаем последний виток, то есть у нас левая крайняя трубочка берется и между рабочими располагается, и за 3-ю стоечку вот так вот заходит. А теперь нам с вами нужно перейти на следующий ряд так, чтобы у нас были трубочки на одном уровне. Вот сейчас они на разных уровнях. Это из-под низу выходит, это сверху где-то, да, гуляет. Это в серединке. Показываю крупным планом. Рабочие трубочки у нас сейчас располагаются именно вот таким вот образом относительно стоек. Замечу, что вот эта вот стоечка у нас с вами начальная, та, от которой пошло плетение узора косы. Поэтому на нее я и ориентируюсь. Если вы, например, боитесь ее потерять, то пометьте чем-нибудь таким ярким, чтобы на нее тоже ориентироваться. Итак, мы с вами завели вот эту трубочку за эту стоечку. Теперь я беру крайнюю левую трубочку и завожу ее за эту стоечку, располагая между рабочих трубочек. Вот таким вот образом. Немножечко сейчас подтяну. И вот эти вот 2 трубочки у нас практически на одном и том же уровне, да, расположены. А это выходит из-под низу. И теперь я вот эту трубочку рабочую беру и завожу ее вот за эту стоечку. Только располагаю я ее уже под последней трубочкой. Вот таким вот образом. Вот что получается. Если мы с вами подтянем все плетение, подтянем вот этот ряд очень хорошо, то у нас с вами, как вы видите, вот эти рабочие трубочки получаются на одном и том же практически уровне. И сейчас мы можем с вами плести уже другой узор, например, веревочку из 3 трубочек. Этой же самой веревочкой я сейчас завершу плетение, и изделие будет готово.
Я сейчас поменяла цвет рабочих трубочек, потому что у меня будет продолжение плетения веревочки в 3 трубочки, вот как у меня внизу было сделано, также я и наверху повторю. А если у вас идет далее плетение веревочка из 2 трубочек, то я советую вот эту вот верхнюю убирать, подклеивать застоечкой, а вот эти вот 2 нижних оставлять, тогда у вас будет все на одном и том же уровне. Ну и вот что у нас получается. Если вы плетете узор косы двойными рабочими трубочками, то переход на следующий ряд у вас будет практически такой же, только имейте в виду, что если вы будете следующий ряд плести одинарными рабочими трубочками, то трубочки из двойных вам одни придется обрезать и подклеить за стоечками. А я продолжаю плетение дальше. У меня сейчас идет веревочка в 3 трубочки, и я начинаю ее плести довольно-таки плотненько. Подтягиваю по ходу дела само плетение. Сейчас покажу сам переход, что у нас получилось. После такого узора веревочка в 3 трубочки плетется очень легко. Перехода практически не видно. Давайте сейчас посмотрим. Вот у нас начало веревочки пошло. Мы немножечко все подтянем ряд к ряду. А здесь у нас будет окончание веревочки, переход на следующий ряд. Посмотрите, ничего практически у нас не видно. На этом я буду заканчивать это видео. Я надеюсь, что оно вам в какой-либо его части оказалось полезным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик рядом, чтобы не пропустить выхода новых видео и трансляций. Желаю всем вдохновения, легкого плетения и увидимся очень скоро. Пока-пока!